Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный и быстрый медовик к чаю, который готовится без раскатки коржей. В сотейник всыпаем 160 грамм мягкого сливочного масла, добавляем 180 грамм любого меда, я использую жидкий, и лопаткой перемешиваем до однородной массы. После того, как масло хорошо растопилось и масса нагрелась, всыпаем 1,5 чайной ложки соды и быстро перемешиваем. Масса начнет увеличиваться на глазах, не переживайте. Мы продолжаем дальше перемешивать и уваривать до золотистого цвета. После того, как масса стала золотистой, снимаем с огня и переливаем в глубокую емкость. Отставляем в сторонку и даем полностью остыть. В глубокую миску вбиваем 4 яйца, всыпаем щепотку соли и миксером взбиваем до легкой пены. Всыпаем 180 грамм сахара и продолжаем взбивать. Взбиваем до пышной светлой массы. После того, как массу хорошо взбили и она увеличилась в объеме, убираем миксер и выливаем остывшую медовую массу. И перемешиваем уже венчиком до однородной массы. Через сито просеиваем несколько этапов 220 грамм муки. И перемешиваем хорошо венчиком до полного растворения муки, чтобы самое главное у нас не было комочков. И так мы продолжаем до тех пор, пока не используем всю муку. Вот такое должно у нас получиться тесто. Берем стандартный противень от духовки, у меня он 30 на 40 сантиметров, застилаем пергаментной бумагой и выливаем подготовленное тесто. С помощью лопатки распределяем по всей форме. И отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 15 минут. Приготовим крем. Берем 800 грамм сметаны, у меня 25%, взбиваем немного миксером и всыпаем 120 грамм сахарной пудры. Все продолжаем еще раз взбивать. После того, как всыпали всю сахарную пудру, взбиваем примерно 2-3 минуты. Самое главное, чтобы сметана была высокой жирности, иначе при взбивании крем будет жидкий. Достаем медовый бисквит из духовки, сразу же обрезаем все края и делим на 2 части. Каждую часть я делю еще на 2 равные части. Это можно делать с помощью ножа или специальной струной. Перекладываем первый корж на блюдо, смазываем кремом и посыпаем измельченными грецкими орехами и нарезанным черносливом. Так мы продолжаем со всеми коржами, и пока у нас не закончится весь крем. Верх коржа промазываем кремом и бока также само. Из обрезков я делаю мелкую крошку и добавляю оставшиеся грецкие орехи. Перемешиваем и украшаем весь торт. Сначала я украшаю верх торта, а потом бока. Торт готов. По желанию его можно отправить на 1-2 часа в холодильник, чтобы он пропитался.
или же сразу нарезать и подавать к чаю. Торт готовится очень легко и быстро, а самое главное, он получается очень нежный и вкусный. Обязательно пробуйте, готовьте, у вас это займет не так уж много времени. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.